Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Главное» в студии Вестника Кавказа Гия Саралидзе, Марина Лагутина. Обсуждаем главные новости Южного Кавказа за неделю. И сегодня у нас в гостях политолог Васо Капанадзе. Васо, снова здравствуйте! Очень приятно вас снова видеть. Марина Гея, добрый день. Здравствуйте вас. Последние дни у нас связаны с такой напряженностью в мире, особенно на Ближнем Востоке и по линии украинского кризиса. Но то, что касается нашего региона, Южный Кавказ, Центральная Азия, здесь больше новостям отдавалась такая мирная повестка в медиапространстве. Прошла такая встреча лидеров Центральной Азии, куда полетел также президент Азербайджана Ильхам Алиев. Очень много новостей, связанных с укреплением российско-азербайджанских отношений. Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу посетил Азербайджан. Были даже слухи о том, что, возможно, Азербайджан посетит Владимир Путин на следующей неделе, но это все осталось на уровне слухов, тем более сейчас в России довольно напряженная ситуация, поэтому не знаем, как сложится. В том числе были новости о том, что совместные предприятия открываются, новые Азербайджана, российские. Была информация о помощи от азербайджанской диаспоры людям, пострадавшим в Курской области, ну и много-много такого. Но на этом фоне, с другой стороны, шла информация по линии Россия-Армения о том, что снова нас пытаются разъединить. МИД России давал такие комментарии. Вот сегодня в посольстве Армении в России новый глава. Назначен Ереваном новый посол Армении, и большинство экспертов сходятся во мнении о том, что этот человек назначен именно для того, чтобы продвигать новую повестку политическую в новых отношениях между Арменией и Россией, и это все будет направлено не в позитивную сторону. Вот хотелось бы с такого философского вопроса начать нашу сегодняшнюю беседу о том, что наш регион становится ли более такой стабильной площадкой вообще мировой, и на фоне всех конфликтов, каких-то неурядиц, нестабильности получается, что идет налаживание с соседями, хотя и не во всех странах. Вот, Васо, давайте порассуждаем в целом, как вы видите эту ситуацию. Да, это хороший, обширный такой вопрос, Марина, для рассуждения. Ну, как можно ответить на этот вопрос? С одной стороны, сейчас относительно тихо в нашем регионе, то есть на Южном Кавказе, в Азербайджане, в Армении, в Грузии. Но с другой стороны, я бы не сказал, что ситуация на перспективу выглядит стабильной, потому что вот буквально 2-3 дня назад азербайджанские журналисты брали у меня интервью по поводу того, что Соединенные Штаты Америки поставляют вооружение Армении. Ну и Франция в этом плане тоже всячески старается, значит, помочь Армении и снабжать Армению чем только возможно, и оружием, и в финансовом плане, и в идеологическом плане. И действительно, азербайджанские коллеги, эксперты, журналисты, политологи обеспокоены такой солидарностью западных стран Армении. И они, естественно, задаются вопросом, зачем это Армении нужно, против кого вооружение и финансовые средства будут направлены, не направлены ли будут они против Азербайджана, и это естественный вопрос. Поэтому действительно на перспективу я бы не сказал, что все здесь гладко в регионе Южного Кавказа и стабильно, тем более, что вы прекрасно знаете, что через 2,5 месяца, даже меньше уже осталось, у нас в Грузии пройдут парламентские выборы, и в этом плане здесь свои эмоции, свои страсти кипят. И очень многие говорят о том, что есть большая вероятность того, что будет ситуация дестабилизирована в в день парламентских выборов и на следующий день уже. Поэтому
так прямого ответа на ваш вопрос нету. Что здесь это можно назвать вот всю эту ситуацию такой, которая даст нам чувство, придаст нам уверенности в завтрашнем дне или не придаст. С полной уверенности, конечно, нет. Очень много вызовов, очень много проблем на самом деле, особенно в Грузии и в Армении, потому что Армения все-таки, судя по всему, старается сменить свой внешнеполитический курс и сделать акцент на усиление отношений с Западом. И об этом неоднократно говорили в Москве высокопоставленные чиновники. Это видно невооруженным глазом. И то, что, значит, в Азербайджане обеспокоены вот таким усилением военного характера сотрудничества между Западом и Арменией, это тоже, конечно же, следует учесть. И, наверное, можем отдельно поговорить о ситуации в Грузии, потому что вот буквально позавчера правящая партия Грузии распространила заявление о том, что бывшего президента Михаила Саакашвили нужно будет судить уже после проведения парламентских выборов из-за тех событий, которые имели место в августе 2008 года. Да, вот как раз мы об этом чуть подробнее поговорим, но прежде хочу вот вернуться к первой теме, вот как раз про Армению, то есть нам пока расслабляться рано. Иги, вот вообще ваше мнение по поводу, вот, может быть, назначения этого нового посла и как вообще дальше будет теперь складываться, потому что мы знаем, что, например, очень сложная ситуация между армянской диаспорой в России и армянским руководством, потому что армянская диаспора настроена довольно пророссийски. И будет ли вот новый посол как-то, постарается ли он перетянуть на свою сторону диаспору? Ну, я думаю, что послы для этого и назначаются, для того, чтобы проводить ту политику, которую выбрало руководство. Да, и именно по этим признакам и подбираются кадры. Я здесь согласен с Васо абсолютно, что Армения выбрала. И это совершенно очевидно, что они пытаются сделать ставку на вот это более тесное сотрудничество со странами Запада. Что из этого получится, это другой вопрос. Сможет ли новый посол, да, там, перетянуть кого-то на свою сторону? Дело в том, что у армянской диаспоры очень серьезные позиции, экономические, финансовые, да, там, статусные вообще в России. Это всем известно, и поэтому... если только вдруг армянская диаспора захочет как-то себе сама испортить жизнь, тогда может быть. Вот. Что касается вообще положения нашего региона, вот Южного Кавказа, в том быстро меняющемся и очень неспокойном мире, да, вот эта вся турбулентность, то, знаете, я вспоминаю из советской классики служебный роман, когда спрашивают, как вы себя чувствуете, по сравнению с Бубликовым неплохо. Вот мне кажется, что как раз это вот тот вариант, когда смотришь, что происходит на Ближнем Востоке, что происходит сейчас, да, там, вот вокруг украинского кризиса, если взять там Молдавию, ну и вообще, если, да, постсоветское пространство и вообще мир, то в общем... По сравнению с тем, как еще недавно Южный Кавказ себя чувствовал, да, если мы посмотрим там на рубеже веков, до 90-е, нулевые там, и так далее, это было одно из самых нестабильных, да, регионов. Сейчас об этом не скажешь. Да, безусловно, Южный Кавказ, конечно, и все три страны, которые там находятся, во многом зависит от того, как будут складываться отношения между глобальными игроками, и между Западом, Востоком, Китаем и США, Россией и Китаем, Россией и США и так далее. И вообще глобальный юг как таковой, безусловно. Но то, что вот в это турбулентное время, в общем, не самые там плохие позиции в регионе, вообще это настраивает на более-менее какой-то оптимистический лад. Хотя, понятно, мы много раз уже говорили, в том числе и с Васо в этой студии, про то, что впереди ждут очень серьезные испытания. И это касается армяно-азербайджанских отношений, и больше, да, там, Азербайджана и Запада. Да, мы видим, что там все...
есть очень серьезные проблемы и противостояния. И об этом, кстати, вот на медиафоруме в Шуше говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев, говорил абсолютно открыто. Ну, такой формат встречи был. И я был, еще раз скажу, я был поражен вот той открытости и такой доверительности, с которой выступил вот на этом медиафоруме президент Азербайджана. И, конечно, ну, мы сейчас коснемся Грузию. Конечно, Грузию ждет очень серьезное испытание. Судя по тому, как ведут себя западные партнеры, да, там, сейчас, я думаю, и Васо об этом будет говорить, и вообще и попытка опять разыграть и карту Саакашвили в том числе, да, там президент Грузии Саломе Зурабишвили вообще оттуда доносятся слухи, что она хотела бы и Саакашвили помиловать, да, вот. Ну, в общем, все это, конечно, представляется очень серьезным испытанием. Ну, давайте перейдем к Грузии. Действительно, на прошлой неделе грузинские власти перед или, по-моему, в день очередной годовщины начала российско-грузинской войны августовской 2008 года заявили о том, что все те события являются преступной авантюрой Михаила Саакашвили и там других членов Единого национального движения, которые тогда были у власти, и что их нужно будет предать публичному суду после выборов парламентских, которые пройдут в октябре. Вот почему именно сейчас, то есть это какой-то предвыборный ход для грузинских властей, и будет ли действительно этот процесс развязан, если грузинская мечта победит на выборах, как будут складываться события и вообще какое мнение на вот такие заявления в грузинском обществе? Васо, пожалуйста. То, что сейчас те страсти, которые кипят в общественно-политической жизни Грузии, это все с прицелом как раз на парламентские выборы, которые у нас 26 октября пройдут. То есть осталось больше, чем 2 месяца, чуть больше. А вот мы не должны забывать, кстати, что чуть больше 2 недель осталось до парламентских выборов в Азербайджане, которые пройдут 1 сентября, внеочередные выборы. Но разница тут большая. Если мы почти 100% со стопроцентной уверенностью можем сказать, что парламентские выборы в Азербайджане пройдут в спокойной обстановке, в стабильной обстановке, то про Грузию этого, конечно же, сложно очень сказать. И то заявление, которое сделала грузинская мечта позавчера по поводу того, что правящая партия намеревается, чтобы после проведения выборов Михаил Саакашвили понес уже ответственность не только политического характера, но и правового характера. Это, конечно же, тоже определенная часть предвыборной борьбы, но на самом деле это абсолютно справедливый подход к вопросу, потому что вот эта тема военного противостояния в августе 2008 года, она, конечно же, свою актуальность в общественно-политической жизни Грузии не теряет и все время является предметом спекуляций, предметом противостояния между оппозицией и властями. Значит, в этом заявлении следует обратить внимание на то, что отмечается тот факт, что Михаил Саакашвили действовал тогда не по своей воле, а по заказу внешних сил, по заказу отдельных политиков Соединенных Штатов Америки, европейских, которые подтолкнули ему к тем губительным для страны и совершенно безумным действиям, которые он предпринял в августе 2008 года, когда принял решение, значит, атаковать Цхинвали. Об этом в своем интервью, которое было распространен буквально 5-6 дней тому назад, заявляет и Хайди Талявини, которая была, это швейцарский дипломат, которая, значит, в свое время была руководителем комиссии, которая исследовала те события, которые имели место в августе 2008 года. Она там прямо заявляет, что именно после того, как Саакашвили принял решение, значит, атаковать Цхинвали,
последовал ответ со стороны России. И не до того, явно не до того, только после этого. Как раз это и указывает о том, что если бы не вот эти провокационные, безответственные решения политика Саакашвили, политический вес которого на сегодняшний день уже является нулевым, то, возможно, и можно было избежать вот этого противостояния в августе 2008 года. И в таком случае, может быть, не было бы дополнительного количества, огромного количества беженцев внутри Грузии. Грузия не потеряла бы контроль над Южной Осетией. В этой связи обязательно хочется вспомнить слова президента России Владимира Путина. Как-то раз он заявил, что Михаил Николаевич Саакашвили, к сожалению, не имел тогда, не смог проявить, значит, не хватило ему, значит, как он сказал, я сейчас точно вспомню, стратегического терпения. И это абсолютно правильно, потому что человек безответственный, такой авантюристского толка, действительно принес много бед своей стране, и сейчас он находится там, где ему и место. И я думаю, что, в принципе, многие уже поговаривают о том, что он полностью здоров и готов к тому, чтобы его в ближайшем будущем из больницы перевели в колонию. Поэтому вот этот вопрос, конечно же, является не только предвыборным, но и таким масштабным, насущным для общественности Грузии, не только Грузии. Я знаю, что очень многие интересуются этим вопросом и в России, и в других постсоветских странах. Поэтому это очень серьезная тема, тема о том, что подтолкнуло на самом деле, какие обстоятельства и кто именно работал и в каком ключе с Саакашвили, когда он принимал вот такие пагубные для своей страны решения в августе 2008 года. Ну вот интересно, что как раз заявление о том, что он принимал эти решения по указанию, по заказу чему-то, были сделаны после того, как в Грузию приехала делегация американских властей и провели переговоры они с премьер-министром Кабахидзе, и вроде там в очередной раз Тбилиси предложил США перезагрузку, но в итоге обе стороны оказались вообще недовольны итогами этих переговоров, и потом мы видим, вот слышим такие заявления. Вот, Гия, как вам кажется? Ну, там вообще эмиссаров много стало приезжать, западных и американских, и европейских. Причем есть одна очень интересная деталь. Они приезжают в основном для встреч с оппозицией. То есть, да, они там вот это, так сказать, двупартийная такая делегация, то есть был представители от республиканцев и от демократов, они встретились с официальными лицами, с премьер-министрами. Ну, во-первых, они фактически, тема, на которой разговаривались, они не разглашались, это были закрытые встречи, вот, и там буквально какие-то такие сухой резюме, то, что стороны обменялись, в общем, чем-то. В то время как раз встречи с оппозицией проходят там помпезно, ярко и, в общем, к общему удовольствию, надо сказать. Вот. Там совершенно очевидно, что Запад демонстрирует, за кого он будет поддерживать, причем не скрывает этого, что и финансовые средства, которые, значит, изъяли из государственных программ и поддержку государственных органов Грузии, они перенаправляются на деятельность оппозиции, значит, свободы слова, демократии, как это они называют. На самом деле понятно, на информационную поддержку информационных ресурсов, которые, собственно, будут потом разгонять вот это все перед и во время выборов, а может быть и после. Вообще идет такая подготовка, очень серьезная подготовка к эскалации. Причем вне зависимости от того, как будут проходить выборы, и от их результатов, и от конкретных цифр, понятно, что им будет предшествовать очень серьезная медиа такая артподготовка. Вот. Уже сейчас позволяют себе некоторые дипломаты, западные, европейские, американские, уже сейчас ставить под сомнение еще не состоявшиеся выборы.
Да, то есть, если их не устроит, они намекают, не намекают, вернее, а прямо говорят, что если их не устроит результаты этих выборов, то, в общем, скорее всего, они не собираются их признавать. Вот. Ситуация очень сложная для Грузии, действительно, потому что такие деньги, которые сейчас вкачиваются в оппозицию и в возможность там и уличных беспорядков, и различных там акций неповиновения и так далее, они очень серьезные, перед очень серьезной проблемой. Я вот уже говорил, что и карту Саакашвили пытаются разыгрывать, и я думаю, что это тоже ответный ход, вот эти заявления правительственных структур о том, что Саакашвили должен ответить за то, что он сотворил в августе 2008 года. Вообще, честно говоря, на моей памяти впервые так откровенно говорят об этом. Все-таки август 2008 года для большинства грузин это такие трагические, да, дни, когда в общем, страна пережила настоящий шок. Да, это война, которая, в общем, очень серьезно сказалась и на психологическом состоянии общества в целом в Грузии. Я там буквально через несколько месяцев был в Грузии, я это почувствовал. Да, то есть вот те полгода, которые были до и после, они очень серьезно повлияли на атмосферу, которая в Грузии была сразу после этого. Я вот в ноябре буквально был после этих событий. Вот. И ну, эти заявления такие действительно серьезные. На мой взгляд, уже давно в Грузии должны были дать оценку тому, что произошло. Да, была комиссия, о которой вот Васо сказал. Да, очень, кстати, такие двое. С одной стороны, они сказали о том, что Саакашвили первый как бы применил там силу такую, но были, значит, некие провокации, там, эти, которые вынудили. В общем, там довольно расплывчатые есть некоторые такие трактовки. Каждая из сторон, она может выбирать то, что ей нравится, и давать. Вообще, можно было ожидать от западных структур более однозначной поддержки действий Саакашвили. Но этого не произошло. Что, в общем, очень серьезно. Кстати, он был обескуражен вот этими выводами. Вот. На мой взгляд, в Грузии надо было как-то и медийно, и юридически обозначить, да, вот то, что произошло с точки зрения грузинского государства. Мне кажется, этого действительно не хватало, и даже безотносительно к этим парламентским выборам, вообще с этим надо, конечно, было разобраться и поставить точку в отношении государства к тому, что произошло в 08.08. Вот, поэтому, с другой стороны, я вижу, что, ну, здесь вот Васо может подтвердить или опровергнуть меня, но я, как бы находясь извне и следя за тем, что происходит, я вижу, что все попытки все-таки объединиться у оппозиции, они как-то слабо пока получаются, и в том числе и президент Грузии, которая вроде как себя предлагает некой альтернативной, объединительной такой фигурой, она не очень популярна, так мягко говоря, не только у граждан, но и, собственно, в оппозиционных кругах. У нее сложные там отношения, даже личные, насколько я знаю, с некоторыми из этих оппозиционных лидеров. Но у них вообще там, по-моему, с личными отношениями вообще есть. Буквально там несколько дней назад было сообщение, что еще одна группа какая-то отделилась от единого национального этого движения и там какую-то новую платформу собирается. Ну, буквально за несколько месяцев, считанных до выборов, это, конечно, такой ход, прямо скажем, экстравагантный. Вот. Ну и там все эти коалиции, сумеют они объединиться как-то. У меня есть большие сомнения по этому поводу. А без этого объединения шансов у них практически нет. Я вижу, что как раз грузинская мечта сейчас демонстрирует очень сплоченность серьезную. Там нет перебежчиков, нет людей, которые, да, там начинают крутить хвостом там, и так далее. И я думаю, что в этом, кстати, западные политики, которые вот так вот бесцеремонно начали в Грузии действовать, они вот посодействовали этому такому сплочению. Да. Люди поняли, что, ну, в общем, между собой сейчас ссориться не время. Не знаю, это вот, наверное, Васо лучше об этом скажет. Васо. Я согласен с Гей, что вот вопрос консолидации внутри грузинского общества, это всегда был болезненным вопросом для внутри грузинского общества, и тем более, когда речь идет об оппозиции, то там у них тоже такая проблема очень серьезно стоит. Есть несколько центров оппозиционных, но так, чтобы они объединились в одну целую команду хотя бы,
под руководством президента Зурабишвили. У них это не получается и вряд ли получится, потому что я хорошо заметил, что Зурабишвили любят не все, многие не любят, даже среди оппозиции, хотя пытаются там, чтобы выдвинуть ее на первый план, и особенно на Западе стараются, значит, способствовать этому. Но пока что не получается, и действительно в таком случае у них шансов по-настоящему мало. И потом эту всю оппозицию объединяет вместе с Зурабишвили ненависть к России, то, что они настроены против России по любому практически поводу, даже чего стоит то, что буквально вот больше года прошло, да, всего лишь с начала мая прошлого года, и тогда же все они практически во главе с Зурабишвили выступили против возобновления прямых авиарейсов между Грузией и Россией, против, значит, безвизового режима для граждан Грузии, что является нонсенсом. Вроде должны стараться думать о своей, прежде всего, о выгодах своих граждан, но нет, их больше интересует вот эти спекулятивные темы, как насолить России как можно больше и настроить как можно больше людей в Грузии против России. Вот это их объединяет, и в этом плане они очень сильно похожи на бывшего президента Саакашвили, что, естественно, здравомыслящим людям в Грузии не нравится. А так вот эта тема, связанная с будущим Саакашвили, что он, возможно, предстанет перед судом после выборов, и это, естественно, произойдет в том случае, если правящая партия одержит победу, иначе, естественно, суда не будет, если оппозиция выиграет. Вот эта тема, конечно же, очень актуальна на фоне того кризиса, который имеется на Украине, на фоне того тяжелейшего конфликта, что имеет место в Украине, на фоне тех событий, которые сейчас разворачиваются в Курской области Российской Федерации. И это все, конечно же, благодаря тому, в кавычках благодаря слову можно поставить, что как раз Михаил Саакашвили и нынешний руководитель Украины – это политики как бы одного поля ягоды. И в свое время, значит, Михаилу Саакашвили удалось сделать из Грузии антироссию, и сейчас успешно этим же занимается в Украине или на Украине господин Зеленский. Эти люди, их объединяет как раз ненависть к России, комплексы в отношении России. И вот я как раз вчера вспоминал, что меньше чем через месяц очень важный форум пройдет в Санкт-Петербурге, Международный культурный форум, уже юбилейный 10-й по счету. И этот форум пройдет как раз в условиях, когда мы все сталкиваемся с отменой всего в ряде западных стран, что связано с русским миром, с Россией, с русской культурой. И это, конечно же, печально. И вот такой форум, естественно, будет иметь очень важное значение для всех людей, которые уважают русскую культуру, наши с вами совместные традиции, потому что у Грузии и России очень много общих традиций. И в условиях, когда на Украине политики, которые сейчас правят Украиной, стремятся, значит, вытравить все русское из жизни своих граждан, это, конечно же, думаю, всего лишь ускоряет культурную деградацию украинского общества. Кстати, то же самое у нас имело место в свое время и во время правления Михаила Саакашвили. Я помню, как он призывал грузинскую общественность не пользоваться российскими интернет-ресурсами, потому что он говорил, что Россия – это отсталая страна, вот нам надо ориентироваться полностью на Запад. Ну, бред. Человек бредил, и сейчас логически он находится там, где и должен находиться. Поэтому вот это все культура, вот,
эти политические перипетии в странах Южного Кавказа, то, что творится на Украине. Это все взаимосвязано, и, конечно же, я очень надеюсь, что все-таки и через культуру, и через здравый смысл тех людей, которых абсолютное большинство и в Грузии, и в Армении, и все-таки надеюсь, что в Украине тоже мы со временем преодолеем вот этот кризис, который имеется на постсоветском пространстве, и вместе можем, значит, найти путь развития, найти путь друг к другу, чтобы те добрые отношения, которые были между нашими народами, нашими странами, я имею в виду в первую очередь Грузию, Украину, Россию, они были восстановлены, и в этом плане нам всем следует и придется очень много поработать, кстати. Спасибо большое, Васо. И Ги, вот чтобы подытожить наш сегодняшний разговор по поводу российско-грузинских отношений, на прошлой же неделе МИД России сказал, что Россия готова всячески содействовать налаживанию диалога Тбилиси с Абхазией и Южной Осетией. Вообще есть перспективы этого процесса? И вот по поводу того, что сказал Васо про то, что, может быть, культура — это то, что нам нужно. И культура, и все. И спорт, наверное, и любые абсолютно контакты, которые будут возможны, к ним надо прибегать, любые способы, любые площадки для этого использовать. Это другого, просто, понимаете, я не вижу альтернативы этому, я не вижу другого пути. Все равно ментально, там, исторически, как угодно, да, вот там Абхазия, Южная Осетия, они связаны с Грузией всей историей, да, там, тысячелетиями, которая была ментально, безусловно, да, и мы все равно останемся соседями, мы все равно очень близкие народы, и диалогу нет альтернативы здесь. Здесь не должно быть никаких разговоры ультиматумами там, и языком агрессии. Да. Здесь надо, насколько возможно, продвинуться на каких-то направлениях. Будут это спорт, значит спорт. Если культура, то культура, политика, экономика. Все это должно работать на то, чтобы нормализовать эти отношения. Никуда мы друг от друга не денемся, все равно мы будем соседями, очень связанными между собой. Я говорю, всеми, любыми культурными, историческими связями. Вот, экономическими в том числе. Да, так как только налаживается что-то, тут же начинают расцветать и эти экономические, иногда полукриминальные, иногда официальные, но все равно. Поэтому здесь это очень приятно было услышать, да, что Россия готова это делать. Понятно, что Россия очень серьезный игрок здесь, и у нее есть очень серьезные возможности. Вот. Понятно, что там в кулуарах, наверное, как-то это все более детально, пока вот нам на поверку дают вот такую информацию. Но то, что она уже дается, это, безусловно, придает оптимизма. Я вот, завершая программу, еще хочу и Васо поздравить, и вообще всех, кто имеет отношение к Грузии. В данном случае, раз уж мы за Грузию сегодня большую часть говорили, это хорошее выступление грузинских спортсменов на Олимпиаде. Я, честно сказать, мне эта Олимпиада по понятным причинам я не очень смотрел, но я следил за ресурсами грузинскими, которые, понятно, там всю информацию и видео, которое касалось грузинских атлетов, оно давало. И я считаю, что 6 финалистов, из которых 3 завоевали золотые, 3 серебряные, еще 1 бронзовая медаль, тем более в таких видах спорта, как борьба, тяжелая атлетика, бокс, ну это такая, да, все-таки уважаемые виды спорта. Вот. Тем более в весовых категориях высших, там и Лаш Талахадзе, самый сильный человек получается в мире, раз он самый главный тяжелоатлет, 3-кратный уже олимпийский чемпион. И, конечно, очень за Гено Петриашвили я рад. Это борец, который завоевал, он и чемпион мира, и был и чемпионом Европы, и сейчас он и олимпийский чемпион. Достойнейший человек, тоже в весовой серьезной категории завоевал эту золотую медаль. Хочу всех поздравить, мне кажется, это очень большое дело для такой маленькой
страны с таким небольшим населением выступить и занять там 24 место среди более чем 200 команд, которые там были. Это очень достойное выступление, поэтому я всех поздравляю от души. Спасибо большое на такой Спасибо, я приятной... действительно присоединяюсь. Да, на такой приятной ноте завершаем нашу программу. Спасибо за интересный разговор. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях был политолог Васо Капанадзе. Васо, спасибо большое.